смотрите в этом ролике. В прошлом году мы уже показывали Мар-дель-Плату с ее историей и самыми туристическими местами. Ссылку на это видео я оставлю у вас на экране. А в этот раз мы вернулись сюда снова. Отметить мой день рождения, отдохнуть и открыть для себя совсем другую Мар-дель-Плату. Покормить медведей, бегемотов, стадо оленей и баранов. Побывать там, где один пытается ударить тебя рогами, а второй укусить. Да-да, все это будет в этом ролике, но самое интересное еще впереди. Поэтому самое время поставить лайк этому видео, не забыть написать комментарий и, конечно же, подписаться на наш канал. Ну а мы начинаем. Поехали! Билеты до Мар-дель-Платы мы купили заранее, за 2 недели, в кассе на автовокзале. Онлайн-билеты стоят дороже. Потом, правда, еще 2 часа ждали автобус, такое здесь случается. В дорогу мы набрали много еды, чтобы ехать есть и кайфовать. Из необычного попробовали острый раклец. Мне понравилось, а Егору вообще нет. В этот раз, как и в прошлый, мы будем жить не в центре Мар-дель-Платы, а поедем в наше любимое место между Сан-Патрисио и Лос-Акантилядос. Там спокойно, безопасно и вообще совсем другая атмосфера. Кстати, домик мы сняли тот же самый, что и в прошлом году. Уж очень нам здесь понравилось. Заселяемся и идем купаться в бассейн. Сегодня градусов 24. Не сильно жарко, но нам нужно было это сделать. О боже, это какой-то ад, это так холодно. Раз не было такого. Было. Ну что, хотелось бы отметить, что Мар-дель-Плата — это первый город, кроме Буэнос-Айреса, куда мы возвращаемся. В прошлом году мы снимали про город, про знаменитые туристические места, что тут поделать. Автомобиль. А в этом году мы хотим найти что-нибудь интересное, чуть более особенное. И мы уже нашли. Да. А мы кушать идем. Всем приятного аппетита, кто кушает за просмотром наших влогов. Знакомьтесь, это Муха. Так зовут наш дрон, и теперь он полноценный член команды. Вы, кстати, можете заметить, что я хожу с камерой, а самих кадров с нее почему-то нет. Они, к сожалению, каким-то чудесным образом удалились. Но зато кадры с дрона будут. И ой, какие! Мы сели покушать, нам принесли еду, и посмотрите, какой огромный цезарь. Вот моя ладошка, и вот такая тарелка больше, чем моя ладошка, наверное, 1,5 моей ладони, и просто это глубокая тарелка, где очень много всего. Ну, короче, давайте сейчас попробую, скажу как. Так, а ну-ка, прочь. А Егору принесли такитос? Такитос, господи. Ну, я уже за порцию готова поставить лайк. А вы готовы? Мне кажется, это супер мощная порция. Все хорошо. Цезарь в Аргентине очень вкусная. Вот не хватает помидорки, реально. Ну, просто свежести какой-то. Да, тут есть зелень. Но хочется прям помидорки, чтобы она сочность какую-то дала. Я не знаю, почему в Аргентине так. Может быть, вы напишите в комментариях. Но я привыкла, что цезарь должен быть с черри или там, с помидорками, кто как делает. Единственный минус этой локации – здесь почти нет автобусов, а расписание у них довольно хаотичное. Поэтому в этот раз мы решили передвигаться на такси.
И почти каждый таксист по дороге с нами болтал. Все оказались очень открытыми, легкими и добродушными. Cerca del mar. El olor a pescado. ¿Al Porque pescado? están las fábricas. Claro. Las fábricas de pescado tienen un olor horrible. Muchísimo olor. Мы едем в город Батан, а именно в конкретное место, о котором я расскажу чуть позже. А пока оцените, как красиво я смонтировала. Я, кстати, этот ролик делала каждый день в течение месяца, так что если вам нравится, поддержите лайком. Друзья, всем доброе утро! У нас наступил второй день, и мы приехали в очень классное место. Смотрим. Мы ехали в город Батан именно ради этого места. Это зоо Батан. И здесь началось, пожалуй, все самое необычное в этой поездке. Если смотреть сверху, вообще не скажешь, что это место с животными. Скорее похоже на какой-то парк с деревьями и бассейном. Это частный зоопарк, который давно стал одной из самых необычных точек в этих местах. Совсем скоро вы увидите, почему. Сейчас мы возьмем билеты и пойдем вам показывать животных. Если вы не знаете, чем заняться, в Мар-дель-Плате уже все посмотрели, то попробуйте съездить в этот парк. Я думаю, что он нам очень понравится. Билет стоил 27 тысяч песо. И даже не было скидки по прикарии, как мы поняли. Вот. За такой маленький парк 27 тысяч песо немного дороговато. Но этот биопарк здесь единственный, поэтому они как хотят устанавливать цены, так и устанавливают. В билете написано, что мы можем в течение года прийти сюда еще раз бесплатно. Наши данные из прикарии записали. Мне кажется, да, если те, которые туристы, они сюда больше не приедут, то им просто один билет и все. А нам типа записали паспорта, чтобы мы потом по этим билетам мы прошли, а не кто-то другой. Вот. Короче, да, мы взяли билеты. Сейчас нам нужно идти направо. В стоимость билета, оказывается, входит бассейн, которым можно свободно пользоваться, и гриль. То есть ты можешь приехать на машине и сделать гриль со своими друзьями или семьей. Мы обычно приезжаем в зоопарке к открытию, чтобы увидеть животных бодрыми. Я что-то не поняла, в смысле? Я попыталась разглядеть, но я не вижу тигра. Но у них территория такая большая, что на самом деле, возможно, мы их и не увидим. Пумочка, девочка моя, покажись, кошка. О, Ты ее позвала, она вышла. блин, это очень круто, ты посмотри. Она мяукнула, блин, я не знаю, вряд ли было слышно. Ты посмотри, какая она короткие ножки у нее. Это просто восторг. Вот это у него пасть. Кошмар, какой он огромный. Плюс этого парка то, что здесь можно увидеть животных очень близко и не через стекло. И как будто кажется, что вот здесь можно забраться, но у них здесь или... я не знаю, напряжение это или напряжение, но может быть напряжение, чтобы они не выползли, не выбежали и не съели много людей. То есть вот смотреть на тигра было страшновато. На бегемотов сверху, без стекла. В Темайкине ты смотришь на бегемота через стекло. Грязное. А мне жалко зверушек. Как будто им тут мало места. В Темайкине у них больше мест. И их там лечат. Не знаю, может и тут лечат, конечно. Это же не зоопарк. Это тот же самый биопарк. То есть он подразумевает тоже какое-то сохранение видов. Но с другой спасение. стороны, а что они вывезли
из Бангладеша или откуда там тигра, чтобы его тут лечить. Я тоже задавала вопрос такой чат GPT, когда делала обзор на парк Таймайкин. Во многих, в общем, биопарках нужно, чтобы они находились, чтобы их размножать, чтобы сохранять эти виды. Поэтому они разнесены по всему миру. Павлин там. Сейчас посмотрим на медведя. Как он бедненький здесь в такой жаре, мы пока еще не знаем. Ну да, подумали мы. Увидели медведя, бегемотов, пуму. Круто. Остальные птицы и животные здесь тоже есть. Ну а что дальше? Мы подходим к большому загону, видим ослов, оленят. И тут мы увидели, что животные сами выходят к людям из загонов, а люди их спокойно гладят. Ну и мне, конечно же, тоже захотелось. Боишься? Да. Зафиксировано, касание зафиксировано было. Ну это так круто вообще, контактный зоопарк, обалдеть. Смотри, какой олень с огромными рогами. Ой, ну такой вот я тебя боюсь. Не показывай ему свой страх. Ну я просто его обхожу, я ему не преграждаю дорогу. Да, ты рогатенький. Ну погладь кого-нибудь. Егор не хочет никого гладить. Well, well, well. Посмотрите, он подошел ко мне просто вплотную и стоит. Но гладить его я не хочу. Хотя он хороший. Шерсть у него мягкая. Да? О, капец мягкая. Чисто как синтепон. Как их много и какие они все классные, какие они контактные, обалдеть. Это же моя мечта просто. Я никогда не трогала ни овечек, ни оленят. Блин, хочу покормить. Сейчас мы сходим в туалет и найдем, где покормить. Да? Где взять? Ahí hay una mamá con su bebé, un osito bebé, no sé si lo pudieron ver. Y acá están una pareja, son macho y hembra. Muchas gracias. No, de И nada. бабе de esos. El bebé es nieto de ellos. Sí. Ellos tuvieron a un macho y ese macho tuvo al bebito. ¿A cuántos años tienen? Ellos tienen más o menos 20, 22, por ahí. Claro. Eh, Muchas gracias, muy nada, de interesante. nada. Это чудо-парк, биопарк, где мы можем покормить животных. Мы купили корм, я не знаю еще что там, для овечек, барашек и этих, да, оленей. И взяли 2 яблока за 500 песо. Здесь очень много сотрудников ходит, и можно у них приобрести. Они сходят с корзинками, все рассказывают, очень добрые и всегда помогают, всегда здороваются. Можно у них спросить все, что угодно про животных, они тебе расскажут. Одно яблочко нам его разрезали, да, мы дольками сейчас будем кидать медведю и ее, наверное, маленькому медвежонку. Кидай.
как тебе? Вообще, мне очень понравилось кормить медведей яблоком. Это было очень классно. Да, Особенно медвежонок понравился. они встают на задние лапы. Попрошайничают, знают о том, какие они очень милые, что когда они становятся две лапы, видимо, уже выработанная схема. Действительно, хочется так их покормить, всех на самом деле хочется покормить, потому что кажется, что они голодные. Я понимаю, что вряд ли они голодают. О, нифига, они прям тут. Сейчас Егор будет кидать гипопотамом. Давай. По голове ему не страшно? Слушай, я не знаю, куда нужно, воду или нет. Наше кормление не заканчивается. Мы взяли еще 2 яблока, чтобы еще покормить. Вот в Тымайкине такого нет. Издевательство над животными, их и так. Это не там издевательство. Это не издевательство. Это настоящая забота и любовь. Потому что многие хотят приложить руку к тому, чтобы защитить животных. Чем яблоком? Покормив их, чтобы они не умерли с голоду. Егор не хочет с кем-то кормить, потому что это его медвежонок. Я хочу, чтобы он на меня смотрел. Вы посмотрите, какой. Кто платит, тот ставит музыку, да? Стола, ты такая красивая. Ты ходишь на 2 ногах. На еще, на еще. Вот. Тебе тоже? Давайте, кто поймает. О. Побежала. Если кто-то сюда приедет, обязательно берите яблоки, обязательно берите еду, и как можно больше. Всего 500 песо стоит яблочко. А для животных это такая радость. Ну, вы сами все видели, это просто великолепно. Кормить животных — это класс. Теперь мы будем кормить оленей маленьких, барашек. Ослов, наверное, не будем кормить, но в основном... А? Почему? Ну, не знаю, они такие типа большие, слюнявые. Они меня все уже обслюнявили, поэтому купили какой-то корм. Сейчас я покажу, что это такое. Я думала, это что-то а-ля натуральное, но я так понимаю, что это специальный корм, который вот они кушают. Вот 1000 песо стоит такой пакетик, и можно покормить нескольких животных. Например, кормим оленя. Пойдемте. Вкусно пахнет. Боже, она облизнула мою руку. Это было очень нежно. У него очень нежный язычок. Вот, вот. Все. Ну ладно, иди. Ты мне доверяешь, да? Я тебя кормлю, да. Да. Проверяем слух. Давай я так вытяну. А ты посмотри. Вот маленький, мы его не заметили. Это его мама, помнишь? Он рядом с ней всегда. Ну, это у меня все сожрали. Боже, так, он так облизывает, очень нежно, очень миленько. Да я знаю, что вкусно. А я не... Блин, вот такого... Не подпускай. Ну, тут такое, конечно, это... Нет.
Эй. Ну все, как ее назовем? Нет, нет. У меня нету ничего. Отстань от меня. Сейчас, на. Все, нету больше, нет. Все, нету больше ничего. Все, боже, мне страшно, как он ходит. Нету больше ничего, все, держи. Ай, вкусненько. Да, сейчас, подожди. Ждать. Все. Дрессируешь заодно? Все. Нету ничего. У меня ничего нету. Все. Тебя будет звать Снежик. Ну, он как Бэмби. Сейчас, подожди. Ждать. Ай, блин. Так, он какой-то агрессивный, мне не нравится. Он меня чуть-чуть куснул. Ай, смотри, вон там дают. Пойдем. Вот эта дамочка, она очень красивая. У нее такие ресницы длинные. Нет у меня ничего. Блин, ну у баранов я боюсь. Ой, господи. Они столкнулись? Да. Иди, моя девочка, сюда. Он ушел. Господи, я испугалась. Почему ты мне не сказал? Ну, он подошел. Я тоже. Он прям в пакет. О, здорово. Боже, ну это было и интересно, и стрессово одновременно. Я привыкла, что бараны не бодаются. Вот этого я вообще не покормила. О, но это было круто. Вообще в первый раз такое со мной. А вот этого, который похож на Бэмби, зовут Бэмби. Снежок — это белый. Он такой нагловатый немножко. И последний осталось назвать вот эту вот шоколадную красотку с длинными ресницами. Шоколадка. Ее будет называть Шоколадка. Поэтому, ребят, кто будет приезжать в этот биопарк, пожалуйста, покормите этих 3 оленят. Ну что, новый день и новые приключения. На этот раз нас ждет еще одно интересное место, так что не перематывайте. Друзья, всем доброе утро. У нас второй день, и мы приехали в замечательное место Лагуна де лос Падрес, где можно тихо и спокойно провести время, порыбачить, сделать небольшое барбекю и, в принципе, почилить, покайфовать. Что делают здесь в основном люди? Это отдыхают и наслаждаются природой. А еще здесь можно увидеть капибар.
находимся возле лагуны де Лос Падрес. Вы уже, наверное, видели прекрасные кадры. Прекрасно тут прогулялись. Увидели карпинч, капибар, увидели птичек разных, полетали на дроне. Надеюсь, вам нравятся новые кадры. И сейчас сидим и ждем такси. В целом, тут воскресенье, сейчас и довольно много народу, но все еще уютно и классно было прогуляться, подышать озерным воздухом, послушать пение птичек. В общем, рекомендую. Была бы у нас своя машина, если бы мы тут жили, наверное, мы бы сюда ездили на пикник. Еще в зоопарк бы ездили на пикник. Короче, пикник бы не кончался у нас. В какие места ездите на пикник вы? И почему туда? Напишите в комментариях. А мы будем продолжать свой путь к следующей точке. Qué seca que está la laguna, digo. Baja la laguna, digo. Sí. Poca agua. Недалеко от лагуны находится милый городок Сьерра де Лос Падрес. Название города связано с иезуитскими священниками, которые в 18 веке основали здесь поселение рядом с лагуной. Сам городок очень уютный и, что для этих мест неожиданно, довольно холмистый. Но мы едем не просто так. На картах это место выглядело очень необычно. На входе продавались разноцветные платочки, такие же, как мы потом увидели у грота. Нам стало интересно, зачем люди их там оставляют. Нам попытались объяснить, но, честно, мы поняли не все. Может, у вас получится? Disculpa, ¿puedes explicar? ¿Cómo usar esto y por qué? Está la gruta, Ajá, sí. está la Virgencita de Luján. Vos Ajá. en una puntita de un pañuelo, otro es el tuyo. Ujú. Haces un pedido y una oración, como quieras. Siempre dejando una puntita para otro pañuelo. Ага. Vas atando y haces. Cuando se te cumple lo que pediste, vuelves a agradecerle. Claro. Ну, явно их вешать как-то, ну что при этом делать? Может быть, надо загадать желание, или нужно что-то очень сильно захотеть, о чем-то думать. У нас хоть уровень А2, но мы не все поняли, зато платочки купили. Сейчас попробуем найти информацию в интернете и все вам рассказать. В скалистом массиве расположился грот платков, названный так в честь платков, которые верующие люди связывают вместе, молясь Божьей милости, через изображение Девы Марии, находящейся там. Все началось в 1949 году, когда итальянская пара иммигрантов поместила изображение Девы Марии на естественный постамент внутри грота и связала первые платки, молясь о ребенке, которого они не могли зачать. 4 месяца спустя они вернулись в грот, чтобы воздать благодарность за чудо, которое им даровала Дева Мария. Они оставили новые платки, и так весть начала распространяться среди посетителей. Несколько месяцев спустя эта пара вернулась в это место, но на этот раз они несли на руках прекрасного младенца мужского пола и рассказывали всем, кто готов был слушать, что он плод их молитв, произнесенных прямо там на коленях перед Девой Марией. Вот так. Так что, чтобы у нас с фертилити все хорошо было. Я думаю, там люди разные желания загадывают, ну или просят разное. Но я думаю, в комментариях нам напишут, что это знак. Нужен ребенок. У них было... Их начиналось флешка. Да, чтобы не было вот такой вот вереницы, потому что иначе твое желание будет в списке последним. А если ты с природой его связал... Может, он с конца наоборот. Мне кажется, знаешь, то, что ближе к природе привязано, вот к каким-то таким камням, как вот здесь к дереву, значит, желание быстрее сбудется. Ну, не желание, а пожелание, я бы даже сказала. Идем выбирать. Можно вот тут, можно вот тут. Но я тебя сейчас подсажу. Давай к этому камню. Да. Тихо, головой. Осторожно. Ты еще за дерево там сходила? Вон, висит. Все.
up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Вы, наверное, знаете, основной пляж в центре Мар-дель-Плата – это Плаша Гранде. Мы приехали сюда не просто чтобы покупаться, а чтобы испробовать новый вид спорта. Угадайте, какой? Classes de surf. Это наш первый урок. Мы никогда не пробовали кататься на серфе. Сегодня большие волны. И я надеюсь, что у нас получится как-то Их оседлать. оседлать и как-то заснять для вас. Может быть, я попрошу инструктора немножко нас поснимать. Дам ему свой телефон. Вот. Если получится. Если нет, то мы вам потом все расскажем. Идем пробовать. Hola, ¿qué tal? Sí, podemos Tener un clase tener de surf. clase. Sí, claro. Так, ну что, ребята, мы уже покатались. Наш класс серфинга прошел отлично. Мы наглотались много соленой воды. Как тебе класс серфинга? Мне очень понравилось, но да, я наглотался воды, но было классно. Но я не понял до конца, как кататься, надо больше практиковаться, и надо будет почитать, посмотреть видео там, где вставать, где разгоняться. В целом, плюс-минус понятная механика, но прям совсем проба-проба. Это знаешь, как на сноуборде, когда учишься кататься, что ты на жопе сполз 3 раза с горы. Ну, вроде не покатался, но примерно понятно там. Чуть-чуть ощущения удалось местами поймать, наверное, которые люди испытывают. Но я уверен, если научиться, то прям от этого можно большой кайф получить. У нас получалось. Мне кажется, для первого раза мы вообще крутыши. Muchas gracias. Егор заказал какую-то вкусную штуку, называется кафе-куки, да? Это кофе в такой печеньке. Я не знаю, по ходу дела можно есть. Горький. Ну, я откусила немножко это, и он дает такую сладость. Да, хорошая текстура. Я просто боялся, что она, знаешь, сразу развалится. Да. Ну, прикольная идея, да. Так, друзья, всем привет! У нас следующий день. Сегодня очень сильный ветер. Если вы думали, что мы практически не купались, так и есть в море. Нет, на самом деле мы покупали в субботу, мы не брали вас с собой, потому что мы хотели покупаться вдвоем, и чтобы у нас ничего не украли. Хотя здесь такой пляж, что, возможно, и не украдут. Но вещи наши, тапки, там, трусы и полотенца не украли. А сейчас мы идем на море, чтобы немножечко поснимать. Ветер невероятно сильный. Сходим в магазин, зайдем покушать. В общем, сегодня у нас такой лайт-день, чтобы отдохнуть, набраться сил. Ведь завтра мой день рождения. Мне будет 28 лет уже, представляете? Ну, можете уже начать меня поздравлять. С днем рождения, писать комментарии, я буду только рада. Так что пойдемте на море, хотя бы подойдем к берегу, подснимем вам в этом сезоне, как оно выглядит вообще, поменялось оно или нет.
Ребята, кто становится в этом прекрасном районе, Сан-Патрисио и как-то еще по-другому называется он, приходите обязательно в это место. Здесь невероятно вкусный цезарь. Мы уже второй раз приходим, чтобы взять здесь цезарь. И такая огромная пицца. Мы берем здесь пиццу первый раз, но в принципе все блюда у них довольно вкусные и огромнейшие порции. Вот, поэтому, если будете здесь, обязательно сюда приходите. Здесь очень вкусно и по доступным ценам. Ну, не супер дешево, но и не супер дорого. Сегодня мне исполнилось 28 лет. День выдался прохладным, поэтому мы просто пошли гулять по окрестностям и совершенно случайно нашли православную церковь. А про ее историю вам сейчас расскажет Егор. На следующих видеокадрах у нас пропал звук из-за технических неисправностей, поэтому будет озвучка. Но прежде чем рассказать про эту церковь, давайте-ка не забудем поздравить Алену с прошедшим днем рождения, написать хороший комментарий, она обязательно прочитает и, скорее всего, ответит вам. Теперь про церковь. Особо ничего рассказать интересного не смогу. Это Русская Православная Церковь, она под Московским Патриархатом, то есть не иммигрантская, и находится она в Мар-дель-Плате. И это помогает продвижению нашего. Спасибо, что смотрите и комментируете. Как мы проведем этот день? Половина дня уже прошло, было холодно, мы поработали, сходили в парк, ну как парк, дошли до церкви, которую вы увидели, и сейчас мы зашли в овощной, чтобы купить фруктики. У нас здесь клубничка и виноград. И мы пойдем с Егором на пикник. Еще у нас с собой вот такой вот сидр. Не знаю, вкусный или нет. Мендосовский это Ваша де Ука. Ваша де Ука, там, где мы пробовали вино, там, где проходила у нас дегустация на винодельне. Посмотрите мендосовский ролик, там я говорила, что за винодельня. В общем, из той же долины Ваша де Ука. Так что сейчас собираемся, вот это все моем, берем свои пледы, полотенца, на которых будем сидеть, и будем праздновать так мой очень спокойный день рождения. Друзья, у нас предпоследний день. Мы с утра сходили в очень милое домашнее местечко позавтракать. Было все невероятно классно. Disculpa, ¿puedes explicar qué es salsa de algarroba? Algarroba is the same syrup, the syrup, American syrup, but the same. But now the no arts is the tree for the syrup. Syrup is North Argentina. Algarroba, yes, Salta Jujuy. Algarroba is the one typical tree Argentina, and the salt is the same as the syrup. Yeah.
хозяин, нас обслуживал хозяин заведения, вроде как. Он и готовил, и выносил нам. And you, and café con leche. Sí, muchas gracias. И даже Егору приготовил двойную порцию панкейков. Ну что это такое с черничкой? Выглядит очень. Да, согласна. А еще там был милый котик. Вон он, прыгает. Где? Охотится. Ну иди, да, я тебя поглядю. Да, я тебя поглядю. Да. У тебя даже шлейка есть вот такая. Ты посмотри, какой ты ласковый. Оба. Егор готовит нам шашлычок, заранее замаринованный. Мы уже разожгли костер. Я тоже это делала. Не только Егор работает, а я сижу и отдыхаю. Сегодня солнце, 22 градуса. В принципе, можно будет попробовать покупаться, что мы и хотим сделать, потому что в море мы пребывали не так много. Вчера, позавчера был сильный ветер, плохая погода. Поэтому сегодня есть последний шанс испугаться. Искупаться в океане, потому что завтра мы уже едем в Буэнос-Айрес. В этом году мы открыли много интересных мест, где нас отлично встречали, с радостью давали нам покушать. Но, в общем, да, мы нашли очень много кафе и мест, где можно в следующий раз приходить завтракать, ужинать и вообще оставаться тут жить, осталось купить дом. И хотим поделиться такой находкой, до которой мы сегодня бежали, потому что боялись, что закроется. Мы взяли пастелитосы. Я думаю, они всем знакомы. Девушка, которая нам продавала их, говорит, что эти пастелитосы продает мужчина, не знаю, короче, кто-то продает на пляже. Вот. И они сами дома делают, видимо, и привозят, или можно туда прийти и взять их, купить. Вот. Мы заплатили за... Сколько тут штук? 16, я говорила? 14 тысяч песо. 14 тысяч песо, но нам сделали скидку 4 тысячи песо, и мы заплатили всего 10. Скидка, потому что у нее не было сдачи. Muy rico. Они здесь с нутеллой и с мембриш. Это маленькие, 16 штук. Но есть еще большие, наверное, в 2 или в 3 раза больше. Но мы решили взять маленькие, потому что большие мы уже пробовали. Поэтому капец как нам нравится этот наш отпуск больше, чем предыдущий, потому что у нас здесь было больше времени. И вот так мы просто прекрасно провели эти 7 дней.